Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот яркие, красивые и теплые пинетки для малыша. Данные пинетки в мастер-классе я буду вязать на длину ступни 11 сантиметров. Это для малыша примерно от 3 до 9 месяцев. Если, к примеру, данная модель пинеток вам нужна для ребенка до 3 месяцев, то вот эту нашу деталь вы вяжете все по мастер-классу. Далее, когда мы приступим к вывязыванию нашего мыска, мысок вы можете связать на несколько платочных дорожек меньше. За счет этого у вас ваша пинеточка получится меньшего размера. У данных пинеток подошва идет цельно вязаная, здесь нет никаких швов. Вот здесь на подошве в конце мы с вами сошьем только заднюю часть нашей пинетки. А вязать данные пинетки я буду из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти, 51% акрила, и метраж у данной пряжи на 100 грамм 240 метров. Модель у данных пинеток идет универсальная. Она подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Поэтому цвета вы можете использовать абсолютно любые. Можно связать данные пинетки как однотонные, так и цветные, как вот я представила в мастер-классе. Также для вязания данных пинеток, кроме пряжи, нам еще понадобятся спицы. Значит, смотрите, верхнюю часть нашей пинетки я буду вязать сейчас на чулочных спицах, а когда я буду приступать к вязанию нашего вот подъема и подошвы, эту деталь я буду вывязывать на круговых спицах. Диаметр спиц и круговых, и чулочных 3,5 мм. Длину можете взять любую, та, которая у вас есть. Также нам понадобится крючок и иголка для того, чтобы сшить наш следок и спрятать наши кончики. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные пинеточки, предлагаю связать сейчас их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На 2 чулочные спицы, диаметр 3,5 мм, обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 34 петли. Раппорт нашего узора состоит из 4 петель плюс 2 петли кромочные. Значит, вяжем первый подготовительный ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу 1 петлю лицевую, 1 петлю изнаночную, 1 лицевую, 1 петлю изнаночную. То есть сейчас мы с вами вяжем резинку 1 на 1, 1 петля лицевая и 1 изнаночная. В конце ряда вот у меня получилась изнаночная петля, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю, и вот эта сторона у меня сейчас будет являться лицевой. И сейчас мы будем приступать к вязанию первого нашего основного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я провязываю 1 лицевую, 1 изнаночную и 1 лицевую петлю. То есть после кромочной я провязала 3 петли. Дальше рабочую нить я набрасываю вот на левую спицу, и сейчас переснимаю 3 только что провязанных петли. Рабочая нить вот у меня, видите, перед работой. Дальше эту рабочую нить я вот таким образом обвиваю эти 3 петли и вывожу вот на обратную изнаночную сторону. И дальше эти 3 петли я сейчас переснимаю обратно на правую спицу. Дальше провязываю 1 изнаночную петлю. Вот эти 4 только что провязанных петли и будут являться раппортом нашего узора. Далее вязание у нас повторяется: 1 лицевая, 1 изнаночная и 1 лицевая петля. Далее рабочую нить мы сверху кладем на левую спицу, и только что 3 провязанных петли также переснимаем с правой спицы на левую. Далее рабочую нить мы вот обвиваем эти 3 петли вот таким образом и вот проводим на обратную изнаночную сторону, и 3 петли переснимаем обратно на правую спицу, после чего провязываем 1 изнаночную петлю. Это мы с вами провязали вот наш раппорт узора второй раз. Далее вот таким образом мы продолжаем вязать этот ряд до конца, делая обвитие 3 петель, и наше обвитие вот эти будет разделять 1 изнаночная петля.
И вот в конце ряда, то есть вот я сделала обвитие, дальше провязываю одну изнаночную петлю, и осталась наша последняя кромочная петля, и ее также я провязываю изнаночной петлей, и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провязываем по рисунку, то есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше я вяжу резинку 1 на 1, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Таким образом заканчиваем вязать второй ряд нашего основного узора до конца, провязывая вот просто все петли по рисунку, резинку 1 на 1. Я провязала второй ряд нашего основного узора, вязание перевернула на лицевую сторону, и сейчас мы будем приступать к вязанию третьего ряда. Значит, смотрите, вот эти наши обвития, которые мы сделали, сейчас просто у нас будут располагаться в шахматном порядке. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше мы провязываем 2 петли, одну лицевую и одну изнаночную. Эти 2 петли являются петлями нашей симметрии в третьем нашем именно ряду. Дальше мы делаем наше вот обвитие как раз таки вот между нашими обвитиями, которые мы делали в первом нашем основном ряду. То есть мы вяжем одну лицевую, одну изнаночную и одну лицевую петлю. Далее рабочую нить мы вот опять набрасываем сверху на левую спицу и 3 петли переснимаем с правой спицы на левую. Далее эти 3 петли мы вот таким образом обвиваем нашей рабочей ниточкой и возвращаем их обратно на правую спицу, после чего провязываем одну изнаночную петлю. То есть вот мы сделали наше обвитие в шахматном порядке. Здесь и дальше вот здесь. Далее продолжаем вязать, делая наше обвитие лицевая, изнаночная, лицевая. Делаем наше вот обвитие. После чего сейчас мы провяжем одну петлю изнаночную. Вот мы сделали и второе наше обвитие. И вот я довязала до конца этот наш третий ряд. Вот, то есть сделала обвитие, провязала одну петлю изнаночную. Дальше в конце у меня осталось 3 петли. То есть эти 3 петли я провязываю вот лицевая, изнаночная и последняя кромочная петля, ее я также провязываю изнаночной петлей и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы все петли провяжем по рисунку, то есть мы вяжем резинку 1 на 1 в изнаночном нашем ряду, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. То есть все петли, как они идут, так мы их сейчас и провязываем. Поэтому заканчиваем вязать 4-й ряд наш до конца самостоятельно. Итак, я закончила вязать 4-й ряд, и это мы с вами провязали один раппорт узора в высоту. То есть раппорт нашего узора в высоту будет состоять из 4 рядов. А вот этот наш манжетик я сейчас должна буду провязать, чтобы всего у меня было 3 провязанных раппорта. Один раппорт мы только что с вами провязали, то есть нам нужно еще провязать 2 таких раппорта. Давайте сейчас вместе просто начнем, и дальше самостоятельно мы закончим. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и дальше сразу же в начале мы делаем наше обвитие. То есть лицевая, изнаночная, лицевая. Рабочую нить накладываю на левую спицу, петли переснимаю также на левую спицу, делаю обвитие, после чего петли возвращаю на правую спицу и провязываю одну изнаночную петлю. Итак, вот я провязала 3 раппорта нашего основного узора, и высота моего манжета сейчас составляет вот 6 сантиметров. Теперь на этом этапе мы с вами приступаем к вывязыванию наших отверстий для наших завязок. Первую кромочную петлю я снимаю, далее делаю накид вот от себя, и следующих 2 петли, лицевую и изнаночную, я провязываю 2 вместе вот лицевой петлей за заднюю стеночку. И далее повторяем накид, 2 петли вместе, накид, 2 петли вместе. Таким образом мы сейчас продолжаем вязать этот ряд. И вот в конце ряда я сделала накид, провязала 2 петли вместе, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной нашей стороны первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провяжу изнаночными. Наши накиды я буду провязывать изнаночной петлей за вот эту длинную стеночку, так чтобы у нас образовывались наши дырочки. То есть все петли провязываем изнаночными.
И вот мы с вами провязали манжет, после чего сделали вот отверстие для наших завязок. И теперь мы будем приступать к вязанию нашего мыска. Мысок я буду вязать ниточкой контрастного цвета. Для нашего манжета мы набирали 34 петли. А наш мысок я буду вывязывать из 10 центральных петель. Поэтому у нас получается 34, это наше общее количество петель, минус 10, это то количество петель, из которого мы будем вывязывать наш мысок. Это у нас получается 24, и 24 мы делим напополам, то есть на 2 боковых части. То есть у нас наша вот эта деталь будет состоять 12 петель боковая одна часть, 10 петель наш мысок и 12 петель вторая наша боковая часть. Поэтому я сейчас возьму вот круговые спицы и на эти круговые спицы переодену 12 петель, не провязывая. Это петли нашей боковой части. Вот на круговые спицы я переодела 12 петель, это петли нашей первой боковой части. Дальше вот немножко я их сейчас отложу и возьму чулочную вторую спицу и нить контрастного цвета. Наш мысок я буду провязывать платочной вязкой, поэтому вот первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета. Это первая петля нашего мыска. Дальше все петли вяжем лицевыми. То есть вот идет наша вторая петля, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот я провязала 10 петель лицевых ниточкой контрастного цвета, это будет идти наш мысок. Далее, чтобы у нас много спиц не болталось, петли второй боковой части я также переодену на круговые спицы. То есть наш мысок я пропускаю и переодеваю на круговые спицы петли второй нашей боковой части. То есть не провязываем, просто переодеваем. Дальше вот спицу вытаскиваем подлиннее и вот где-нибудь ее тут вот закалываем, откладываем, чтобы она нам не мешалась. Сейчас мы будем вязать наш мысок на 2 чулочных спицах ниточкой контрастного цвета. Вязание вот я перевернула на изнаночную сторону, и сейчас мы будем вязать наш мысок. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда мы сейчас с вами провяжем изнаночной петлей. И вязание я вот переворачиваю на лицевую сторону. То есть вот у нас получилась одна провязанная платочная дорожка ниточкой желтого цвета. Наш мысок я сейчас буду провязывать так, чтобы у меня было 10 провязанных платочных дорожек. То есть все петли мы вяжем лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду. Первую кромочную петлю мы снимаем, последнюю кромочную петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной петлей. То есть так мы должны наш мысок провязать всего 10 платочных дорожек, ну или это будет соответствовать 20 провязанным рядам. Итак, я провязала вот мысок 10 платочных дорожек, или вот всего у меня здесь провязано 20 рядов. И смотрите, если измерить вот эту нашу деталь, получается, ну вот где-то 5,5 сантиметров. Теперь мы наш мысок будем немножечко закруглять. Поэтому смотрите, вот как раз таки на этом этапе, если, к примеру, вам данные пинетки нужны на меньший размер ноги, то вам нужно было бы провязать тогда не 10 вот этих платочных дорожек, а, к примеру, 8 платочных дорожек. И дальше, как я показываю в мастер-классе, мы будем закруглять наш мысок. Первую кромочную петлю я снимаю, дальше первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей вот за переднюю стеночку, и дальше вяжем петли лицевыми, не довязывая до конца 3 петель. Вот у меня осталось 3 петли в конце, первую и вторую петлю в конце я также провязываю 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание я перевернула на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и все петли я провязываю лицевыми. Последнюю петлю в конце ряда провязываю изнаночной, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас мы сделаем последнее наше убавление петель. То есть первую кромочную петлю я снимаю, и вот после кромочной петли мы первую и вторую петлю также провязываем 2 вместе лицевой петлей. Вот, и опять вяжем
петли лицевыми, не довязывая 3 петель. И вот в конце также первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой петлей и последнюю петлю провязываем изнаночной. Далее в изнаночном нашем ряду все петли провяжем лицевыми. Первую снимаем, последнюю провязываем изнаночной. И это мы с вами закончили вязать наш мысок. Желтую ниточку от нашего мотка я уже обрезала. И сейчас давайте измерим вот как раз таки наш мысок, общую вот эту высоту. И общая высота у нас составляет где-то 6,5 сантиметров. Далее вот я беру вязание лицевой стороной вверх. Петли нашего мыска я вот сюда откладываю пока что и возвращаюсь вот в начало нашего вязания, где мы просто переснимали первых 12 петель. Здесь ниточку от нашего мотка я не обрезала, и сейчас беру вот здесь ниточку нашего желтого цвета. Эта ниточка у нас здесь остается пока болтаться. Просто кончик прикладываю к краю, пальчиком придерживаю, и сейчас мы будем вязать наш подъем. Подъем я буду вязать также платочной вязкой, то есть первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все вот эти наши петли я провязываю лицевыми. Это 12 петель нашей первой боковой части. Вот я провязала лицевыми 12 петель петли нашей первой боковой части, и теперь вот здесь мы с вами должны будем поднять наши петельки. Теперь как же нам понять, сколько необходимо поднять здесь нам петель? Значит, смотрите, количество петель, которые мы здесь должны с вами будем поднять, равно количеству провязанных платочных дорожек. То есть у нас их, давайте посчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, соответственно, петель. Это количество наших платочных дорожек плюс 1. То есть вот здесь, в этом промежутке, с одной и со второй стороны мы здесь доберем еще плюс 1 петлю. Поднимать петли можете или крючком, или спицей, как кому удобнее. Поэтому сюда вот где-нибудь в этот промежуток я вставляю вот спицу и вынимаю нашу первую петельку. Это наша первая петля. Дальше в каждую желтую петлю кромочную я должна буду поднять по 1 петли. То есть вот первая петля, дальше вот желтую кромочную петлю я вынимаю, вторую нашу петлю, третья, четвертая, 5, Итак, вот здесь я подняла 13 петель. Дальше идут петли наши вот здесь в центральной части. Мы их тоже провязываем лицевыми все. Вот эти наши петли можно распределять или на круговых спицах, то, что я сейчас и сделаю. Если неудобно вязать на круговых спицах, эти петли вы можете распределить на чулочные спицы. Я сейчас вот здесь круговую спицу вытаскиваю, и дальше вот здесь я продолжу поднимать наши петли. То есть с этого края я также должна поднять 13 петель, и дальше продолжу вязать петли нашей боковой части. Все эти петли я буду провязывать лицевыми. Здесь последнюю кромочную петлю я провяжу изнаночной петлей. Смотрите, на этом стыке у нас получается вот дырочка, отверстие. Чтобы этой дырочки сильно не было видно, я сейчас петлю подниму вот так. Смотрите, с этого края возьму одну дужку петли и вот с этого края. И сейчас вот таким образом я подниму нашу вот эту 13-ю петлю. Таким образом здесь не будет какого-то большого отверстия. И дальше вот продолжаю вязать этот ряд, провязывая петли лицевыми. Итак, вот я подняла все наши петли. И если сейчас пересчитать все наши петли, у нас должно быть, получается, 12 петель тут, 13 тут, 6 центральная часть. Дальше в обратном пошли направлении 13 и 12. То есть итого у нас сейчас на спицах 56 петель. Далее я беру вязание изнаночной стороной вверх и приступаю к вязанию второго ряда нашего подъема. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше все петли я провязываю лицевыми. Итак, я провязала второй ряд нашего подъема. Вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и у нас уже получилась одна провязанная платочная дорожка ниточкой желтого цвета. Далее мы продолжаем вязать вот все эти ряды вот поворотными рядами.
Значит, и смотрите, итого вот этот наш подъем, провязывая вот эти все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, мы должны провязать 2 платочные дорожки ниточкой желтого цвета. Одну платочную дорожку мы провязали, то есть, соответственно, нам еще надо провязать ниткой желтого цвета одну платочную дорожку, то есть это лицевой и изнаночный ряд. Дальше нашу желтую нитку можем уже обрезать, то есть когда у нас будет 2 провязанных платочных дорожки. И вот здесь сбоку я поднимаю нитку нашего основного цвета, вот голубого, и еще 4 ряда или 2 платочные дорожки. Вот этот подъем я провяжу ниткой нашего основного цвета. То есть итого вот этот наш подъем будет состоять из 8 провязанных рядов или 4 платочных дорожек. Итак, вот я вывязала наш подъем, то есть у нас получилось 2 платочные дорожки желтым цветом провязано и 2 платочные дорожки ниточкой нашего основного цвета. Теперь мы будем приступать к вывязыванию нашей подошвы. Подошву я буду вывязывать из 8 центральных петель. Для этого мы берем, значит, наше общее количество петель, которые у нас вот сейчас находятся на спицах, то есть в моем случае у меня 56 петель. Значит, от этого числа мы отнимаем 8 петель, это то количество, из которого я буду вывязывать нашу подошву. И далее эту цифру мы делим напополам. То есть у меня получается 24 петли, одна боковая часть, 8 петель это центральные 8 вот как раз таки петель. И далее 24 петли, вторая боковая часть. Поэтому я беру вязание лицевой стороной вверх. Вязать подошву я буду вот ниточкой нашего основного цвета. И сейчас первую кромочную петлю я снимаю и дальше провязываю лицевыми 23 петли. Так, чтобы с учетом нашей кромочной у нас на правой спице было вот как раз таки 24 петли. Итак, вот у меня на правой спице вот расположено 24 петли, вот я их провязала лицевыми. Далее следующих вот как раз таки центральных 8 петель, это будут идти петли нашей подошвы. Поэтому сейчас сразу же я начинаю провязывать петли нашей подошвы. При провязывании я это все подсчитываю. То есть вот идет моя первая петля подошвы, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, и дальше идет 8 петля от нашей подошвы и 1 петля от нашей боковой части. В лицевом ряду эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, и вязание сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот наша идет первая кромочная петля. Дальше опять мы при провязывании подсчитываем наши петли. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Опять мы не довязываем одну петлю от нашей подошвы, и вот идет петля от нашей боковой части. С изнаночной стороны эти 2 петли мы провязываем 2 вместе лицевой петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Далее таким образом мы будем продолжать вязать нашу подошву, убавляя в конце каждого ряда по одной петли от нашей боковой части. То есть еще давайте раз. Вот вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот идет наша 8 петля от подошвы и 1 петля от нашей боковой части. В лицевом ряду эти 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной петлей, и вязание сразу же переворачиваю на изнаночную сторону. Здесь вот это расстояние уже получается четко видно. Вот это видно сразу петля последняя от нашей подошвы, и это от нашей боковой части. В изнаночном ряду эти 2 петли мы провяжем 2 вместе лицевой петлей. Все остальные петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы провязываем лицевыми. Таким образом, в конце каждого ряда мы убавляем петли до тех пор, пока вот у нас в конце с одной и со второй стороны от наших боковых частей не останется 3 петли. Итак, вот я провязала подошву до того момента, пока с этой и с этой стороны боковых наших частей не останется по 3 петли. Теперь мы также будем продолжать убавлять петли наших боковых частей, только сейчас дополнительно мы еще будем убавлять петли нашей подошвы. Значит, вязание вот у меня расположено лицевой стороной вверх. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше вяжу петли лицевые, не довязывая 3 петель нашей подошвы. То есть вот у меня осталось 3 петли нашей боковой части и 3 петли нашей подошвы. Первую и вторую петлю я провязываю 2 вместе лицевой петлей.
Дальше идет петля от нашей подошвы и от нашей боковой части с лицевой стороны. Эти 2 петли мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. Первую снимаю, дальше вторая лицевая, третья, четвертая, дальше вот пятую и шестую мы провязываем 2 вместе лицевой. Также, видите, осталось 3 и 3 петли. То есть вот 2 вместе лицевой, и нашу последнюю петлю от нашей подошвы и первую петлю от нашей боковой части мы провязываем с изнаночной стороны также 2 вместе лицевой петлей, и вязание переворачиваю на лицевую сторону. Далее с лицевой стороны мы также первую кромочную петлю снимаем. Дальше опять вяжем петли лицевые, не довязывая 3 петель нашей подошвы. Первую и вторую петлю мы провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку, и последнюю петлю от нашей подошвы и от нашей боковой части с лицевой стороны мы провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Таким образом сейчас мы убавляем все наши петли. Вот вязание я держу изнаночной стороной вверх, и на спицах у меня осталось 4 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую провязываю лицевой, дальше петлю от нашей боковой части в нашей подошве мы провязываем 2 вместе лицевой петлей. Вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Первую вот эту кромочную петлю снимаю и рабочую нить вот помещаю между первой и второй петлей. Вот я ее провожу на изнаночную сторону. И сейчас эти 3 петли я провязываю 3 вместе лицевой петлей. Далее петельку вытаскиваю подлиннее, ниточку от моточка обрезаю с тем учетом, чтобы нам хватило сшить заднюю часть нашей пинетки. Дальше в эту нашу петельку я продеваю кончик от моточка, который мы сейчас обрезали, и петельку аккуратненько я затягиваю. Теперь наш кончик мы должны одеть в иголку с большим ушком. Сшивать нашу пинетку я буду по лицевой стороне. Вот здесь, где мы вязали с вами подъем, я буду вставлять иголку поочередно, сначала с одной стороны, затем с другой стороны, в первую петлю от нашей платочной дорожки, то есть не в кромочную, а в первую петлю. То есть вот наша идет первая петля, от нашей платочной первой дорожки я вставляю иголку справа налево, ниточку вывожу, иду на эту сторону, и здесь также вот идет первая петля от нашей платочной дорожки, и иголку я вставляю справа налево, также ниточку вывожу. Таким образом мы сшиваем вот этот наш подъем. Это тот участок, где мы вязали вот наши платочные дорожки. Вот наши платочные дорожки закончились, и дальше идет участок, где мы вязали наш основной узор. Смотрите, с одной стороны у нас идет кромочная петля, и между нашими обвитиями здесь идет такая бороздочка с изнаночными петлями. А здесь у нас идет, значит, наша кромочная петля, и сразу идут наши лицевые петли. Значит, смотрите, вот здесь, где у нас идут вот наши изнаночные петли между кромочной и нашими обвитиями, иголку я буду вставлять в изнаночные петли вот также справа налево с этой стороны. А здесь со второй стороны я буду вставлять в кромочные петли, ну также вот где-нибудь вот так вот посерединке, видите, в край самый справа налево. Здесь я вставляю вот в изнаночную дорожку справа налево, а здесь вот как раз таки в край, в кромочный, также где-нибудь вот за что-нибудь тут цепляюсь, также вот справа налево. Изнаночная вот наша петля, и вот наша идет кромочная петля, я вставляю вот справа налево. Таким образом сшиваем заднюю часть нашей пинетки до конца. И вот такой у нас с вами шов аккуратный сейчас получился. Абсолютно нигде ничего не видно. Далее мы нашу пинетку выворачиваем на изнаночную сторону, и все наши кончики прячем по изнаночной стороне самостоятельно любым удобным для вас способом. После того, как мы с вами спрятали все наши кончики, наши пинетки полностью с вами готовы. Теперь, что касается вот этих наших завязочек. Подробный мастер-класс, как сделать вот такой вот скрученный шнур, есть у меня на канале, и здесь сейчас сверху я вам оставлю ссылочку. Сейчас в 2 словах скажу. Значит, я взяла 3 ниточки, то есть Lana Gold синего цвета и 3 ниточки Lana Gold желтого цвета, длиной примерно 55-60 сантиметров. Дальше эти ниточки, вот 3 синих и 3 желтых, я вот так вот связала узелком и далее скручивала. Как скручивать такой шнур, можно посмотреть вот в мастер-классе, все подробно я показываю. Далее, после того, как мы скрутили этот шнур, на втором конце также завязываем такой же узелок. Ровненько все вот эти вот наши края подрезаем.
И в итоге вот такой шнурочек у нас с вами получился. Длина этого шнурка, после того, как мы его скрутим, ровненько все везде подровняем и подрежем, должна быть где-то около 45 сантиметров. Итак, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным, поэтому подписывайтесь на мой канал, обязательно поддерживайте меня пальчиками вверх. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.